выглядит русский портрет? Я представляю портрет человека замкнутого, сосредоточенным твердым взглядом и отсутствием улыбки. Это наш первый выпуск, и речь пойдет о том, кто был первым, кто поймал черты русского характера и перенес их на холст. С нами беседует журналист и искусствовед Мария Мороз. Первые портреты русских художников появляются в Петровскую эпоху. В это время активно зазываются императором зарубежные художники, и появляется такое явление под названием «Росика», когда активно на территории Руси работают иностранные мастера, приезжие. Возникает интересная такая феноменальная, может, отчасти проблема. Начинает русский человек идентифицировать, а что является, собственно, его. Потому что если ему насаждают что-то, соответственно, то зарубежное, да, что ему было не свойственно, то постепенно нужно, с одной стороны, принять это, но в то же время четко идентифицировать, а что тогда наше. И по сравнению с тем, соответственно, что приезжали зарубежные художники, активно учили, как вообще нужно составлять портрет, какими красками пользоваться, как вообще использовать перспективу, потому что до этого существовала только иконопись и парсуна, а это очень плоскостное достаточно изображение. Тут необходимо было использовать светотень, использовать некую моделировку цвета, что на самом деле еще пока не было открыто русскими живописцами. И первым таким известным живописцем становится Иван Никитин. Иван Никитин, собственно, был замечен Петром I, его в дальнейшем отправили на обучение в Италию. Существует такой водораздельный период в его творчестве, его период до отправки в Италию и после. Он характеризуется в первую очередь таким техническим совершенством. Это идеальная фактура ткани, образ передачи лица, эти мелочи, как при построении, предположим, есть портрет графа Головкина, даже можно сравнить и портрет Натальи Алексеевны, сестры Петра I. И тут четко видно, что портрет Натальи Алексеевны был сделан до поездки в Италию, там достаточно жестко была ткань, и портрет Головкина, наоборот, очень мягкие такие глаза, волосы, лицо. Но, что важно, в творчестве Никитина впервые появляется этот вопрос, собственно, а что такое русский человек? И он, может быть, сам, даже не давая себе в этом отчета, он рисует действительно русские типажи. Он рисует ту самую Наталью Алексеевну, которая смотрит немножечко свысока на художника, который ее внимательно изучает, ее тело, пытается как раз все эти главные черты передать на холст. Очень интересно, как он пишет напольного гетмана, человека бывалого, который действительно чувствует некую усталость жизни, такого человеческого опыта, действительно какой-то груз, отражен в его глазах. И эти тонкие детали как раз и отражаются в творчестве русского художника. И это проявляется действительно таким, наверное, уникальным вариантом, потому что по сравнению, предположим, с русским художником, у европейских художников это совершенно не встречается. Европейские художники приезжают сюда по заказу, соответственно, у них главная задача показать некую такую натуру идеализированную. Когда он создает посмертный портрет Петра I, он не идеализирует его, он прописывает такие действительно опавшие щеки, цвет лица уже такой смертельный, бледный. Он прописывает цвет очень такой трагичный, достаточно театральный, зелено-желтый оттенок, который ложится на подушку вокруг лица Петра. Возникает некое ощущение того, что художник прописывает уже свое личное восприятие натуры, то, как он к нему относился, что означает для него эта потеря. Напомню, что Никитина, на самом деле, уход Петра I из жизни ознаменовал окончание его карьеры. Когда появился этот момент вопроса, что из себя представляет наше, здесь четко, явно это творческое зерно в работах Никитина, когда он пытается постичь именно характер, тот, который скрывался европейским художником за этой красивой картинкой идеализированного лица и изображением, подробным изображением всех атрибутов его. Следующее поколение русских именно живописцев, оно выступает такой, плеяды проб
освоением технического совершенства. Здесь уже не так важно будет изобразить вот этот психологический образ.